Добрый день, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Это пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня 17 августа, и мы приступили к выполнению следующей работы по нашей технологии. Это обязательно нужно сделать ревизию всех семей после того, как мы откачали мед, то есть сняли магазины, верхние корпуса отводков с медом. Всю эту мы работу сделали, откачали мед. И теперь нужно уже не тратить время на раскачку, сделать ревизию семей. Что включается в нашем понимании ревизия семей? Ну, сразу надо сказать, что этот корпус на 12 рам, а в зиму нужно оставить нам, ну, по крайней мере, где-то 8 рам гнездовых, чтобы зимовка по нашим понятиям, по моему понятию, прошла благополучно. Когда гнездо будет сокращено, тогда пчелы будут максимально правильно образовывать клуб на этих рамах. Им будет комфортно зимовать, экономно будет расход энергии, кормов, и так благополучно пройдет зимовка. Тем более, что рамка у меня узковысокая, поэтому будет рационально убрать лишние рамки. И тут важно сказать, что мы будем убирать такие рамки, которые, не будут подходить к зимовке. Во-первых, будем стараться, чтобы максимально меда оставить. Расплодные рамки обязательно нужно оставлять. Если где расплода нет, из тех рам будем выбирать уже, какую оставить, чтобы она была не светлая. То есть такую рамку, где у нас не было расплода, такую мы будем убирать, потому что весной матка не хочет на таких рам откладывать яйца. Нам важно, чтобы весной интенсивность было размножение, и чтобы быстро пчелы набрали силу за апрель месяц. Поэтому мы смотрим и на качество рам, на состояние ячеек. Вот на все это будем обращать внимание и вам покажем, как мы это делаем. Постараемся две семьи показать, чтобы одна семья, допустим, менее такая сильная, а вторая, чтобы многопчельная была. Там тоже есть свои проблемы, когда много пчел в семье. Вот как мы справляемся с такими семьями, потому что когда мы убираем верхний корпус отводка, потом магазины, и все пчелы переходят в один нижний гнездовой корпус. Пчел много. Поэтому есть проблемы, и надо обращать внимание, чтобы это быстро сделать, потому что в этот период уже пчелы могут воровать, нападать на другие семьи, и это для нас очень важно. Мы все делаем для того, чтобы не спровоцировать пчел на воровство. Если где-то у нас есть воск, отстроенный пчелами, мы его убираем, не бросаем около литка, не проливаем мед, стараемся, чтобы не провоцировать пчел на воровство. Это тоже входит в нашу задачу, чтобы спокойная пасека была вот за этот август месяц спокойно. Все. Когда сделаем ревизию, то в начале сентября начинаем делать закорм тем семьям, где не достает кормов. А лечение? Как пролечить пчел? А вот сейчас можно уже, когда нет у нас меда, откачали мед, товарный мед откачали, тогда можем такие более агрессивные лекарства. Флуволинат. У меня есть, значит, полоски, где амитраз. Они пролечивают хорошо. Вот за август месяц. А там в конце октября мы еще прольем бипином. И пчелы у нас
здоровые, идут в зиму и к весне сильными выходят. И тогда интенсивно развиваются, и к маю уже мы делаем отвод. Значит так, будем делать, а вы посмотрите, как мы это делаем. Мы открыли гнездо, и у нас здесь 12 рам стоит. Как-то нужно одну раму мы начинаем с той стороны, где у нас солнце. То есть зимой, весной будет эта стенка прогреваться, и мы оставляем, значит, все гнездо около стенки. 8 рам и около той стенки, которая будет прогреваться от солнца. Вот отсюда я стою и начинаю здесь вот смотреть. И улочки мы будем закрывать планками. У нас улочки не закрыты, потому что здесь магазины стояли. Пчелам нужно переходить, а к зиме мы улочки закрываем. Так, значит, мы немножко передвинем рамки, чтобы мне добраться до крайней, вытянуть ее. У нас есть ящик, вот на такой тачке, и мы в ящик от пчел уже будем эти выставлять рамки. Вот крайнюю рамку мы убираем. Вот, учитывая, что немножко тепло, взяток есть. Убираем крайнюю рамку. И нам уже доступно. Здесь вот немножко есть расплод. Я смотрю, есть перга. На крайних рамках можно оставлять пергу. Вот немножко внизу есть расплод на выходе. Он выйдет здесь с медом, перга. Эту крайнюю рамку мы оставляем. И сразу закрываем улочку, чтобы пчелы не выкучивались, мне не мешали. Ну вот, рамка с расплодом тоже на выходе. Я одновременно смотрю, если яйца, открытый расплод. Здесь рамка, в принципе, с медом, неплохая. Эту рамку я оставляю. Следующая. Здесь рамка у нас без расплода. Без расплода и нет даже яиц. Значит, мы ее пока убираем. Пока мы ее убираем. Вот здесь у нас расплод. Даже немножко есть яйца. Смотрим. Рамка. Немножко есть перга. Ну, если есть расплод, то пергу они съедят. Мы оставляем. То же самое. Расплод. Вот здесь расплод. Видно, открытый. Даже яйца есть. Тоже рамка. Это остается. Мы приоритет у нас все рамки с расплодом. Бережем пчел молодых. Вот они выйдут, эти пчелки молодые, они уже в зиму пойдут. Это у нас 4 рамы. Следующая рама, смотрим. Да, расплод, яйца. Ну, видно хорошо. Ну, здесь видно, вот. Здесь вот яйца, здесь уже закрытый расплод. То есть середина у нас это 4. Вот середина.
у нас, я обращаю внимание, это будет середина гнезда, то есть здесь будет сформирован клуб. Эта рамка очень хорошая для формирования клуба в центре. Здесь матка будет находиться всю зиму в центре клуба. Поэтому важно, чтобы в центре клуба рамки были качественные, хорошие. Здесь она начнет весной яйца класть. Вот то же самое здесь. Видите, рамка хорошая. Здесь мед, здесь будет ложе, они образуют ложе. Вот здесь яйца, вот здесь яйца и расплод уже закрывается. Ну, то же самое и здесь. Можем даже матку увидеть. Она может на этих, там где яйца, может матка находиться. Вот эти рамки очень хороши тем, что они в середине гнезда, такие качественные рамки. И будет здесь клуб образовываться в середине. Значит, у нас 6. Мы по плану у нас должно быть не менее 8 рамок. Так, следующее. Смотрите, видите, расплод. Расплод тоже открыты личинки и закрыты. Тоже выйдет. Пчелки выйдут. Вот и матка ходит. Вот смотрите. Вот, видите? Вот матка ходит. Вот она. Видите, как мы быстро находим матку. Так, значит, здесь аккуратненько мы. Аккуратненько эту рамку, эту с маткой закрываем. У нас уже 7 рам. И смотрим еще. 8-ю какую оставить. Если у нас тут... Да, вот здесь яйца, открытый расплод. Желательно, конечно, эта рамка хорошая, с яйцами. И ее желательно не на край ставить такую рамку, а в середину. Качество рамки хорошее. Значит, что мы делаем? Понимаете, это все важно. Какую в середину рамку оставить? Это для нас важно. Значит, мы передвигаем передвигаем 4 рамки, и вот эту рамку с открытым расплодом с яйцами ставим в середину. До конца, даже если похолодает, этот расплод выйдет, и здесь будет на последних расплодных рамок будет образовываться клуб. Значит, на краю ее не было смысла оставлять. Они могли бы бросить этот расплод, пчелы, на краю. А это они могут сделать осенью. Бросить и сесть на середине, а крайнюю рамку бросить. То есть расплод бы погиб. Так мы в середину поставили. И что у нас тут осталось? Все, здесь у нас, видите, рамка хорошая, а вот расплод. Вот, есть расплод. Значит, что мы в таком случае? Ну, здесь расплод на выходе, яиц нет, заливается медом. То есть, такую жалко, конечно. Мы ее оставим, и когда будем... Вот такая ситуация бывает. Мы ее оставляем 9-ю рамку. Пчелки выйдут, они пополнят молодых пчел. А мы ее уберем, когда будем уже закром делать, ставить кормушки. Мы эту рамку уберем. 9-ю. То есть мы видим, что здесь 9 рам. Мы лишнюю рамку убираем. Так, ну вот. Ну, зато расплода будет достаточно для зимовки. Так, и у нас еще одна рамка осталась. Ну, на ней маловероятно, что да, здесь, конечно, расплода нет на последней рамке. Мы будем стряхнем этих пчелок. Да,
Тряхнем этих пчел. Мед есть здесь, но расплода нет. Все, убираем. Ну вот, мы довольны состоянием этой семьи. Достаточно расплода, рамки хорошие. Плотненько доску ставим. Так, и не забываем поставить полоски от клеща. Сейчас это можно. Здесь полоски мне ставить просто. Планочки у меня, видите, между планочками она держится хорошо, прижимается. Ставлю, не нужно подбешивать. Все, прижал планочками, прижалась удобно. И сверху кормушку поставить. Вот мне так удобно работать. Теперь накрываем. Или мешочек. Два мешочка. Вот мешковину. Такую она пропускает влагу, испарение. Так. Хорошо утепляем. Ну вот, эта семья небольшой силы, с ней легко было работать. А вот сейчас мы подберем такую семью, где очень много пчел, и как вот мы там справляемся. Покажем. Сейчас посмотрим вот эту семью. По-моему, она сильная семья. Ну, здесь могут быть проблемы. Подписывайтесь на мой канал, кто впервые попал. Ставьте лайк, это очень важно для продвижения моего канала. Не забывайте. Поехали смотреть. Так, раздвинем рамки. Аккуратненько поднимаем, смотрим. Естественно, пчел много. Даже немножко есть расплод. Видите, на крайней рамке. Вот поэтому я говорил, где много пчел, там могут быть проблемы. И как вот составить такое гнездо, чтобы оставить 8, ну, в крайнем случае 9 рамок. Ну, мы эту рамку, сейчас мы ее уберем отсюда временно, но там будем видеть. Так, ну вот расплод, видите, расплод у нас есть. Так, расплод тоже важно, какой расплод. Расплод закрытый на выходе. Мы пока отставим его. Нам будет легко работать здесь. Так, достаем. Что мы имеем? Здесь у нас расплода нет с этой стороны и с этой стороны. Почти нет. Залито все медом. Залито все медом. Ну, пока мы тоже извлечем ее. Почти нет. Вот немножко здесь вот и расплод есть. Несколько ячеек. Так, мы это отставим. Смотрим дальше. Ну, вот здесь у нас расплод уже. И с этой стороны расплод. Мы эту рамку оставляем. Ну, будем смотреть, учитывая и ту можем поставить потом. Немножко очищаем. И как я говорил, все бросаем туда. Здесь также у нас расплод.
Ну, здесь рамка не очень хорошая. Здесь рамка с пергой. Мы ее оставим с краю. Ну вот так. Это вот расплодная рамка с пергой. Сразу водочку закроем. Вот уже две рамки. С краю перга у нас. Здесь у нас нет расплода. Здесь нет. Мы ее убираем. Тоже здесь расплода нет. Мы ее убираем. Следующая рамка. Вот здесь рамка видится с расплодом. Так, мы ее оставляем. Мы ее оставляем. Здесь расплод, открытый расплод. Есть закрытые яйца. В принципе, здесь мало перги. Мы ее тоже оставляем. Вот такая рамка пойдет в центр гнезда. Центр гнезда. Так, следующее. Вот видите, с расплодом. Перги мало. Вот эта рамка, то, что надо для центра гнезда. Для центра гнезда мы смотрим, чтобы перги не было, чтобы расплод был. И чтобы рамка была не светлая. Ну вот все это совпадает с нашими намерениями. Так, здесь тоже расплод закрытый. Вот здесь на выходе расплод. Но здесь вверху есть вверху у нас перга. Мы ее отставляем на край. Немножко стряхнем. Вот хорошая рамка с расплодом. И здесь даже открытый расплод. Можно эту рамку оставить, но ближе к краю. Вот нам одну рамку сюда нужно поставить хорошую. Так, это у нас будет 5, 6, 7. Хорошую рамку туда поставить. Так, эта рамка убирается. Тут немножко, тут есть 10 ячеек с расплодом. И у нас есть рамка, вот, которую мы отставили. Полномедная хорошая рамка, без перги и с расплодом немного. Вот мы ее и оставляем здесь, в центр. В центре. И у нас все получается. Гнездо, видите, как составили неплохо. Центр гнезда у нас без перги, с расплодом и хорошей рамки. Вот. Ну, а край мы уже оставляем с пергой. Весной хорошо будут семьи развиваться. Перга им нужна, белковый корм. Так, вот мы улочки закрыли, доску поставили, прикрыли рамки
почистили. Все, теперь нужно полоски поставить. Вот удобно я ставлю полоски, мне удобно в улочку и планочкой прижали. Ну все, закрываем. Все, гнездо собрали, семья будет вот на этих рамках зимовать, подкормим еще недостающее количество корма мы медовой сытой еще в сентябре подкормим эти семьи, и они хорошо перезимуют у нас. Все, до скорой встречи, не забывайте, ставьте лайк, еще раз напоминаю, подписывайтесь, до свидания.